Вторая мировая война заставила человечество пройти через страшные испытания. Десятки миллионов людей погибли, миллионы оказались в плену. Были среди них мирные граждане, простые солдаты, офицеры и генералы. Кто-то был ранен и захвачен врагом в беспомощном состоянии, а кто-то добровольно перешел на сторону врага и сражался уже под чужим флагом. Предатели были во все времена, и эта война не стала исключением. О перешедшем на сторону фашистов советском генерале Андрее Власове и его русской освободительной армии, сокращенно РОА, известно почти каждому. Однако Власов далеко не единственная крупная фигура в хронике измены Родине в Великую Отечественную. Еще более жестоким и хладнокровным предателем был Бронислав Владиславович Каминский, бригадефюрер СС, предводитель русской освободительной народной армии, сокращенно РОНА. Она же 29-я гренадерская первая русская дивизия СС. Бронислав Каминский родился в Витебске. На момент Великой Октябрьской революции он был студентом Петербургского политеха. Увлекшись революционными идеями, он бросил учебу и не только ушел добровольцем в рабоче-крестьянскую Красную армию, но и стал членом Всесоюзной крестьянской партии большевиков. Вернувшись к мирной жизни, Каминский стал химиком-технологом, работал на заводе, участвовал в социалистическом соревновании. Впрочем, это не мешало ему в свободное время гнать самогон. Отец Каминского был поляком, поэтому Бронислав горячо отстаивал идею включения Польши в состав СССР в качестве особой автономии. Каминского не миновала волна репрессий. В 1935 году его исключают из партии, а в 1937 он попадает в лагерь, где работает технологом на производстве спирта. В стремлении облегчить свою участь Бронислав Каминский становится осведомителем-информатором НКВД. Это позволяет ему выйти на свободу в начале 1941 года. До начала войны и прихода немцев он трудится в поселке Локоть Брасовского района Орловской, ныне Брянской области, на спиртзаводе. 4 октября 1941 года в поселок Локоть вошла 17-я танковая дивизия под командованием генерал-лейтенанта фон Арнима. Немцев радостно встретили те, кто стремился к окончательному и полному разгрому большевизма. Главными предателями среди всех оказались преподаватель техникума Константин Воскобойник и инженер спиртзавода Бронислав Каминский. Воскобойник был назначен старостой поселка. При полном одобрении немецких властей Каминский и Воскобойник сформировали полицейские и административные органы с целью поддержания нового порядка нацистов. Было создано печально знаменитое Локотское самоуправление. Коллаборационисты начали активное вооруженное преследование партизан, ушедших в леса, для борьбы с фашистами. В начале 1942 года рождественской ночью Воскобойника убивают партизаны из отряда Сабурова. Каминский тут же рассказывает нацистам о своем арийском происхождении, ссылаясь на свою мать, обрусевшую немку. Германское командование дает добро на передачу Локотской автономии в его руки. Каминский искренне верил гитлеровской пропаганде, преподносившей Германию как государство национального труда. Манифест, созданный при его участии Народной социалистической партии России, перекликается с агитационными брошюрами и листовками нацистов, своими антисемитскими лозунгами и ненавистью к большевикам. Каминский считал: после окончания войны Великая Россия должна быть построена на принципах фашистской идеологии. Нацист-реформатор – такое меткое прозвище дал ему историк из США Александр Далин. Локотская автономия во всем следовала примеру гитлеровского государства. Специальная инструкция запрещала браки евреев с представителями других наций. Газета «Голос народа» публиковала антисемитские статьи. Принятый в автономии Трудовой кодекс включал статью с характерным заголовком «Жидовская рабочая сила». В 1943 году Каминский вместе с созданной им Русской освободительной народной армией передислоцируется в Белоруссию, в город Лепель.
Витебская газета «Новый путь» так описывала политику Каминского. При назначении работника на должность принимаются в расчет только его деловые качества. Что касается партийного, социального, национального положения, это не играет роли. Если, конечно, ты не еврей. Слова не расходились с делом. В некоторых селах и поселках Локотской автономии были организованы еврейские гетто. Власть в лице Каминского постановила: все, кто укрывают коммунистов и евреев, подлежат расстрелу. В сентябре 1942 года полицейские Локотского самоуправления расстреляли всех живущих в поселке Навле евреев, отомстив таким образом за взрыв партизанами моста через реку. Казни продолжались в Суземском и Севском районах. Только в одном районе были зверски убиты 223 человека. Просто за то, что они евреи. Гитлеровское командование не оставляло независимую автономию Каминского без присмотра. Локоть служил базой штаба связи фашистов и точкой дислокации зондеркоманды СД. По линии Абвера Каминского курировал Антон Доллерт, который после поражения гитлеровцев в войне спасся и написал под именем Свен Штенберг большой труд о советских коллаборационистах. Доллерт регулярно отчитывался вышестоящему начальству о состоянии дел в курируемой автономии. Один из его докладов содержит такую характеристику: с населением, врагами и руководимыми военными частями Каминский ведет себя как типичный русский. Бесконечно великодушен и бесконечно жесток. Каминский и его боевые формирования проводили жестокий террор против тех, кто ждал возвращения советской власти. Его агенты, изображая партизан, ходили по селам, выясняли, кто чем дышит, а потом провокаторы вызывали конвой и арестовывали ненадежных. Их сгоняли в бывшее здание конезавода номер 17, превращенное в Локотскую тюрьму. Именно здесь на службе у Каминского орудовала печально известная Тонька-пулеметчица, палач Антонина Макарова. В 1945 году недалеко от тюрьмы на дне котлована обнаружили 22 ямы, полные трупов. Всего там были расстреляны более 2000 человек. Казни осуществлялись также в противотанковых рвах. Село Холмецкий хутор. Найдено 95 трупов. В Ворновом лагу 800 трупов. У погребских дач 2500 трупов. Среди погибших подпольщики, партизаны, коммунисты, их родные и множество евреев. Зафиксированы случаи расправы над всеми жителями некоторых деревень. Хорошие организаторские способности и харизматичность Бронислава Каминского позволили ему воодушевить на зверство немало людей. Перешедшие на сторону фашистов солдаты и бывшие штатские яростно рвались в бой с народными мстителями. Первая антифашистская бригада под командованием Гиля Родионова лишилась в боях с каминцами 1026 человек. Только за один месяц 1944 года, с 11 апреля до 15 мая, по информации начштаба 3-й танковой армии Гейт-Кемпера, в результате операции Рона «Веселый праздник» партизаны потеряли 14 288 человек. Полоцко-Лепельская партизанская зона фактически перестала существовать. Благодаря этому фашисты на какое-то время смогли обезопасить тыловые районы группы армий «Центр». За успешное проведение операции Рона была отдельно отмечена фашистским командованием. Сам Каминский получил Железный крест 1 класса. Историк из Великобритании Колин Хиттон писал: бригада Каминского сотворила немало злодеяний, хорошо сражаясь на стороне немцев. 1 августа 1944 года Рона была реорганизована в 29-ю гренадерскую дивизию СС. Каминский получил звание Ваффенбригадефюрера, то есть генерал-майора войск СС. Участвуя в подавлении Варшавского восстания в августе 1944 года, головорезы Каминского не глядя расстреливали всех, кто подворачивался им под руку. Солдаты грабили магазины, склады, квартиры, насиловали женщин. И не только полячек, были изнасилованы 2 немецкие девушки, участники пронацистской организации. Беспредел длился несколько недель.
По оценкам историков, жертвами расстрелов стали до 30 тысяч человек. Даже видавшие виды фашисты содрогнулись от тех зверств и того мародерства, которые учинили войска русской дивизии. Вскоре Каминского с несколькими подчиненными вызвали в тогда оккупированный Лодзь, где они, к своему удивлению, узнали, что их ждет военно-полевой суд. 28 августа 1944 года Бронислав Каминский и его подручные по законам военного времени были приговорены к смертной казни за поощрение реквизиций и грабежей. Приговор был приведен в исполнение немедленно. Дабы не провоцировать бунт среди русских эсэсовцев, им было объявлено, что Каминский погиб, попав в засаду польских партизан. Расстреляв Каминского, гитлеровцы немного облегчили работу советским спецслужбам. Но на остальных видных коллаборационистов из числа деятелей Локотской республики и Рона охота растянулась на годы. Например, варшавский палач Иван Фролов и еще несколько офицеров русской дивизии СС были приговорены к смертной казни в военной коллегии Верховного суда СССР 31 декабря 1946 года. Тоньку-пулеметчицу возмездие настигло спустя несколько десятилетий, в 1979 году. На этом у меня все. Если видео было вам интересно, ставьте лайки и не забывайте подписаться. До новых встреч!